планеты. Я родился на планете Земля. Я очень горжусь, что я родился именно на планете Земля. Да, я веселый гражданин планеты. Ну да, я считаю, что, как и любой человек на этой планете, мы, наверное, граждане. Потому что гражданин планеты означает, наверное, не только наличие наших прав, но и обязанности к нашему земному шару, к нашей планете. То есть мы должны ее оберегать, защищать всеми силами и действительно сохранить для последующих поколений. Да, я гражданин планеты Земля. Ну, я живу на этой планете, так что, скорее всего, да, я думаю, что я гражданин планеты. Да, я гражданин планеты. Ну, как, наверное, любой человек на планете Земля, конечно, я являюсь гражданином планеты, и поэтому каждый человек, живущий здесь, должен осознавать то, что он выполняет какую-то роль на своей Земле, на которой он живет. Поэтому здесь это очень важно, так как люди ощущают, что они граждане планеты, значит, не будет никаких катаклизм, не будет войн, будет мир и согласие. Да, я считаю себя гражданином планеты, ведь с самого рождения мы все являемся полноправными гражданами нашей общей планеты. Да, я гражданин планеты Земля. Я здесь родился. Да, и думаю, что каждый человек этого достоин. Да, я считаю себя гражданином планеты. Мне кажется, да, потому что сам факт моего рождения на планете делает меня полноправным гражданином планеты. Да, я гражданка планеты. Да, я гражданин планеты. Я рад и горжусь этим. И я люблю всех, уважаю всех тех, кто живет на этой планете. Нет, у меня для этого нет возможности. Гражданин планеты предполагает свободное передвижение по всему миру. Для этого необходим минимум один светский язык. Для этого необходимо очень хорошее образование, чтобы такой востребованный человек мог свободно передвигаться по миру. Если говорить про мироощущение, то я являюсь гражданином мира, потому что как гражданин я берегу планету, я переживаю за других людей и так далее. Ну, я считаю, что любая личность, любой гражданин всех континентов на Земле, конечно, гражданин планеты, я считаю. Я кореец, но я не ценю себя по нации, я ценю себя по своим поступкам. Я родился в Казахстане, я казах. Наверное, казахстанец, потому что в Казахстане проживает более 100 национальностей, и это симбиоз всех национальностей. Хотелось бы такой национальности и быть. Мне кажется, национальность играет не принципиальную роль, потому что это как быть зависимым от кого-то. Полное право ты отдаешь только себе, и неважно какой ты национальности. Я казашка. У планеты нет национальности, мы все одно, но лично я казах чуть-чуть. Я родилась казашкой. Я думаю, и так как Земля наша планета, где бы я ни находилась, я буду казашкой, конечно. Земля не человек. Я кореян. Я кореец. Вообще моя национальность казах. Если я гражданин планеты, потому что я родился в Казахстане, потому что мои родственники, мои предки все были казахами, поэтому моя национальность казах. Но я думаю, что если я гражданин планеты, то национальность не имеет значения, потому что мы объединены единой целью созидания, создания мира, сохранения окружающей природы, толерантность, братство. Какой бы ни был национальность человека, какой бы ни был вероисповедание, я думаю, что самое главное, что мы граждане этой планеты. Ну, мой папа русский, а мама казашка. Я русской национальности. Но здесь, наверное, если гражданин планеты, то понятие национальности, наверное, не играет никакой роли. Национальность у каждого человека должна быть именно своя. И вот, будучи человеком этой национальности, наверное, надо быть гражданином планеты, заботиться о нашем общем доме. Я казашка, я горжусь этим. Я не считаю себя определенной национальностью. Я считаю себя землянином. И люди все одинаковые. Это обязательно наряду с правами иметь определенные обязанности. Сейчас вот в наше тяжелое такое время глобализации, информационного общества, да, научно-технической революции, когда у нас действительно складывается такой общий дом, наша Земля, наша планета, она такая очень зыбкая, требует, наверное, такого особого сегодня подхода. И, конечно, вот эти глобальные трагические события, терроризм, вот эти войны, эти революции, конечно,
подтачивают нашу планету. Очень много сегодня жертв, потерь, и мы обязаны, вот, например, сегодня не допускать вот этих конфликтов, например, региональных или межгосударственных, чтобы ни в коем случае не случилась большая война, потому что это самая страшная угроза для планеты. По-моему, быть гражданином планеты – это значит не иметь никакого гражданства какой-то определенной страны, проживать в разных странах, в разных частях мира, например, путешествовать и всякое разное. Ну, для меня это человек свободный и независимый. Быть гражданином планеты – это значит оберегать ее и гордиться ею. Это большая ответственность, чтобы мир был в стабильности. Отсутствие границ должно быть. Мне кажется, быть гражданином планеты значит быть ответственным за свои поступки перед своей родиной. Быть гражданином планеты – это значит жить на планете Земля и быть гражданином какой-либо страны. Гражданин планеты значит защищать планету, любить родину и делать все, чтобы она была лучше. Что значит быть гражданином планеты? Это сохранять все, что создано нашими предками, для того, чтобы передать нашим потомкам. Когда люди помнят историю страны, историю мира, значит, все будет хорошо, не будет войны. Это самое главное. Мирное небо над головой. Гражданином планеты быть – это значит быть неравнодушной к чужой беде, быть толерантным, быть миролюбивым. Нести добро, стараться на благо общества. Гражданином планеты – это значит защищать свою планету и родину. Так как мы, как гражданин, как личность, мы должны развиваться дальше из поколения в поколение, то есть наши дети будут, внуки. Ну, Родина должна быть, потому что без Родины никак, вот, я считаю. Быть гражданином планеты значит уважать, любить, бережно относиться ко всем обитателям планеты. Мы должны любить и беречь свою природу, сохранять ее для будущих поколений. Быть гражданином планеты – это значит помогать развитию своей планеты. Жадность, ревность, а также насилие. Человек не должен быть жестоким и равнодушным по отношению к своему окружающему миру. Если брать глобально, мир – это как дом человека, а в доме никогда не должно быть ссор. Народы не должны ссориться между собой. Также человек должен содержать свой дом в чистоте и не загрязнять окружающую среду и природу. Это неумение прощать, это зло, это стремление отомстить за какие-то действия или поступки, это ущемление достоинства человека по вероисповеданию, по национальности, это гонение с этой же точки зрения. Но, естественно, это отсутствие любых человеческих качеств. Он не должен загрязнять природу, он не должен срубать все подряд. Жестокость – это вполне обширное качество плохого человека. Оно заполняет почти все уголки мира, и, по моему мнению, это самое плохое качество. На Земле не должно быть злопамятных, жестоких, злых и людей и расистов, потому что все мы люди одинаковые. Тоже нельзя сказать, что это именно качество личности, потому что под гражданством подразумеваются некоторые определенные, признаки. Это границы, язык, экономика, общее хозяйство, денежная система. Если чего-то этого нет, это уже не гражданство. Если мы говорим про гражданина мира как такового, то, еще раз повторюсь, что я не гражданин. Убивать природу и засорять ее. Воинственность и недружелюбность, наверное, потому что войны – это всегда плохо. Гражданином планеты не характерна агрессия, ненависть, злость, так как эти качества порождают негатив и войны. Не характерна безответственность. Всегда должна быть ответственность, потому что за любое слово нужно отвечать, за любой поступок нужно отвечать, проступок, я считаю. Поджигать леса, выпивать много воды из ручья или много тратить воды. Быть злым и недоброжелательным. Гражданин мира, вообще человек должен быть очень открытый, уважать любые традиции, уважать любые предпочтения, не должен иметь свои какие-то расовые предпочтения. Этот человек должен быть активным и очень веселым, таким общительным человеком. Не характерно должно быть вот это общечеловеческое, чего мы не приемлем, это равнодушие. Мы должны быть
ответственны буквально во всем. И особенно тех вещей, которые касаются нашего дома, нашей планеты. Беречь ее, вот эти качества, вот, забота, бережливость, добрососедство, толерантность, вот это все должно быть, но не равнодушие. Расизм – это, наверное, самое главное проявление расизма. Нет, я доволен тем, что я казах в Казахстане. Я считаю, надо продвигать нашу страну. Кто, если не я? Гражданства, наверное, нет, потому что гражданство есть, с одной стороны, обязанности, а с другой стороны, мы все люди должны понимать, что, имея гражданство, мы всегда находимся под защитой своего государства. Даже оказавшись, например, по туристической путевке в других странах, мы, конечно, должны понимать о том, что с нами там может случиться все, что угодно. Вот это простой пример, да, когда мы вот в таких случаях обращаемся к защите своего государства. Представляете, если нет у вас гражданства Казахстана, кто вас будет защищать? Вопрос вполне актуален в это время, но я скажу нет, потому что я патриот своей родины. Менять гражданство нелепо, ты родился на этой родине, и ты обязан отдать ей долг. Нет. Совершенно нет, категорически, потому что я горжусь гражданством Казахстана. Я никогда бы не хотел и никогда не поменяю свое гражданство. Сейчас поменять смысла нет, конечно, потому что где я родился, там и пригодился. А вообще было бы неплохо родиться в богатой стране. Нет. Я хочу быть казашкой, потому что я живу в прекрасной стране Казахстан. Нет. Нет, я бы не хотел менять свое гражданство. Я очень горд за свою страну, за любимый Казахстан. Нет гражданства, я не хотела бы поменять. Я бы не поменял свое гражданство без веской на это причины. Нет, я верю своей родине. Нет, я не хочу менять свое гражданство. Я родился в Казахстане и люблю свою родину. Нет, мне нравится моя родина. Живут здесь мои друзья, мои родные. Мне нравится моя родина. Я бы хотела узнать жизнь на других планетах, посмотреть, как они живут, но изменить свое гражданство нет, никогда. Нет, потому что Казахстан независимое государство, мирное государство, в котором мы должны жить, миролюбивый народ. Нет, я бы не хотела. Я бы хотел помогать бедным людям. Я бы хотела посадить больше деревьев и прочее. Я бы хотела довести мир до лучшей стабильности. Я бы хотел помочь всем бедным и защищать природу. Хотела бы попросить всех, чтобы они бережно относились к нашей природе и к ее обитателям. Постараться оставить свой след. И планета не только для нас, она создана для будущего поколения. Мы обязаны стараться благо будущего. Я бы хотела как можно лучше развить свою страну. Я бы очистил экологию Земли. Я бы хотел озеленить нашу планету, устранить все мировые проблемы, чтобы на Земле не было никаких войн. Я бы хотел, я сделаю все возможное, чтобы сохранить мир, чистоту духовную нашей планеты. Я думаю, что гражданин планеты – это какие-нибудь деятели искусства, которые постоянно путешествуют по миру, смотрят всякие достопримечательности. Если бы я был гражданином мира, я бы то же самое. Хотел бы совершить, например, кругосветное путешествие по миру, потому что это, во-первых, интересно, во-вторых, познавательно, в-третьих, очень пригодится в жизни. Ну, содержать в природе свою планету, заботиться о животных, растениях и так далее. Любой гражданин должен всегда быть человеком-оптимистом, всегда должен стремиться к хорошему, лучшему, светлому, красивому, я считаю. Улучшить экологию, наверное, прежде всего. Приносить только пользу планете, на которой я живу. Чтобы не было голодных, чтобы у всех была работа, чтобы не было войны. То есть справедливость. Это нереально. Я бы хотела, чтобы не было войны.